Zombie Apocalypse. Всем привет еще раз. С вами это Неок Гейминг. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция, уже вторая по счету. На этот раз ветераны жанра Power Metal. Родоначальники. Можно их и так назвать. Blind Guardian, Blood of the Elves. Кровь эльфов, если мы дословно переведем. Опять же, слушаем, смотрим. Предыдущий трек был офигительно крутым в их исполнении. Надеюсь, тенденция сохранится. И мы получим классный альбом. Поэтому поехали. Blind Guardian, Blood of the Elves. Стартуем. 3, 2, 1. Погнали. А вот это интро, это уже серьезно. Чего-то сегодня все треки с таким мощнейшим интро, что у Арчей, что у Blind Guardian. У Арчей более привычно, но здесь очень мощно, очень тяжело. Напоминает ранний Blind Guardian, начало 90-х, середина 90-х, и это круто. По сравнению с тем альбомом, который многие раскритиковали, с симфоническим оркестром, что это как бы отошли от истоков, туда, сюда, совсем не то, что люди ждут. Здесь ребята, я так понял, в этот альбом решили выложиться по полной, по максимуму. Ханси, как обычно, бесподобен. Слушаем дальше. То есть, если трек будет полностью в таком высочайшем темпе, это, конечно, снимаю шляпу. Я же говорю, сколько ребятам лет, уже всем далеко за полтину, и настолько держать высокий темп в таком треке, в таком жанре, это надо уметь, это высочайший пилотаж. Но, я так понимаю, если хочешь соответствовать современным требованиям, то приходится выкладываться по полной. И вот что и ветераны нам показывают. Поехали.
переход типичный для Blind Guardian только. То, что я и говорил, вот только буквально несколько групп вот такую вот штуку делают, и это делает их уникальным. Вот двойной переход, смена темпа. То есть в первом куплете не было вот этого перехода перед припевом, здесь он был, и, ну, и сам уже переход в припев, то есть отдельная смена темпа, смена интонации. И вот, я же говорю, Blind Guardian этим славится, и это очень круто. Да. Это, конечно, мощнейший трек. Не ожидал такого именно прям пауэр металла до мозга костей, можно так сказать. На высочайшем темпе, высочайший уровень исполнения. Ух, это неожиданно. Тут респект. Плейлист однозначно. Молодцы. Едем дальше. Соло пошло. Жесть вообще. Всю песню в одном и том же темпе практически. Скрим этот Ханси характерный. Это просто жестятина. Настолько крутой трек. Я вообще не ожидал. То есть я ожидал, что там будут тяжелые такие части, но там с этим, с миксом таких низкого, среднего темпа и так далее. То есть, а здесь прям вся песня, весь трек полностью от начала, от первой секунды и до последней. Просто, ну, удивили. Ну, конечно, Blind Guardian. Это очень сильно. Это очень сильно. Ханси. Эх, мужик, с каждым годом такое впечатление, что только лучше и лучше становится. То есть такие вокалисты, да, что с каждым годом наоборот, как будто они прибавляют в мастерстве, в каких-то вокальных данных. Думаешь, как вообще это возможно? Есть наоборот, да, часто, я говорю, хотел сказать часто густо, наоборот, то есть понятно, что идет спад и идет переход больше в такую в средний, в низкий темп, да, такой больше, можно так сказать, опопсовывание таким термином, да, какого-то металла, рока.
происходит в большинстве случаев, но не здесь. Но не здесь. Здесь, конечно, совсем другая история. Это мощь. Это была мощь. Вот такая вот реакция. Мощная пауэр-метальная песня от ветеранов немецкой банды Blind Guardian, Blood of the Elves, Кровь эльфов. Надеемся, что новый альбом их не будет прям пушка, как и эта песня, как и даже предыдущая. Secrets of American Gods, тоже очень крутой трек. Там немножко другая такая схематика, можно сказать, песни, потому что там больше таких интересных вещей применяется, чем может быть здесь в плане разнообразия, но здесь это прям мощь power metal во всей красе. Вот это истина, то, что такое power metal, это вот такой трек. Оставляйте комментарии на русском, на английском, отвечу на все по возможности. Задавайте вопросы. Ссылочки в описании. YouTube, Twitch, Instagram, Telegram, Trovo. Можно меня найти там. Анонсы все в Телеграме. Также игровое наше подразделение. Не забываем, с 2 числа на Твиче и на Trovo будет Diablo Immortal. Новая игра от Blizzard, да. Посмотрим, что это такое, что такое новое Diablo. Также на YouTube плюс те платформы. Дальше проходим кампанию по Gloomhaven. Адаптация в Steam одной из лучших настольных игр современности. И в планах также реакции на новые релизы, плюс все тот же альбом Сабатона, который, я думаю, рано или поздно мы к нему придем. Вот такие у нас планы и перспективы на ближайшее время. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте пальцы вверх. Буду благодарен. От себя хорошего настроения, добра, здоровья, мира во всем мире обязательно. И до скорой встречи. С вами был Таниок. Пока.